Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для представителей вашего знака зодиака на вторую половину месяца мая. Посмотрим, что же вас ожидает во второй половине мая, соответственно, то есть с середины до конца месяца. Какие карты вам сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет? Я напоминаю, что это общий второй прогноз, что он не личный, он не персональный, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Вы напишите в ваших комментариях, насколько я близка к тому, что происходит непосредственно в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что же происходит у вас. Итак, первая карта у вас четверка пентаклей. Попытка сохранить свои ресурсы. Может быть, свои эмоции, может быть, свои силы, может быть, что-то материальное. То есть вы можете переживать период, может быть, нехватки средств, или чувствуете необходимость немного сбавить обороты, затянуть пояс, обеспечить себе долгосрочную безопасность и стабильность через большую экономию. То есть вы дорожите тем, что у вас есть, и вы пытаетесь не транжирить то, что у вас есть, скажем так. Тут же есть четверка мечей. Для вас это две четверки. Показывает своего рода эта карта шаг назад и отдых для того, чтобы восстановить силы, может быть, получить новые идеи, возможно, временно просто отстраниться от чего-то, что, например, тревожило вас, или от какого-то стресса, может быть, от какой-то конфликтной ситуации. То есть вам необходимо сделать перерыв, просто отдохнуть какой-то период времени. И вы это стараетесь здесь успешно делать. Возможно, вы устали бросаться в омут с головой, пытаясь сделать там что-то, что не работает или не получается для вас. Тут же есть еще и пятерка жезлов, карта конфликта и напряжения, какого-то раздора, мелких драм, которые у вас могли быть, или внутреннего конфликта, который у вас мог быть, в котором вы могли находиться. То есть здесь ваша какая-то, такая вот напряженная, может быть, ситуация во второй половине мая, и здесь она с колесницей выпадает. То есть направленность ваших действий, усилий здесь. Карта колесница. Успех, достигаемый благодаря настойчивости, целеустремленности и силы воли. Умение оставаться сосредоточенным и контролировать все аспекты происходящего, что, как правило, очень утомительно. Поэтому, возможно, вы хотите немножечко отдохнуть. Я думаю, что многие из вас здесь испытывают стресс, испытывают тревогу и беспокойство, может быть, из-за работы, потому что есть пятерка жезлов. Может быть, вы стресс испытываете из-за того, что боитесь потерять работу, или боитесь, что вам не хватит на что-то ресурсов или денег, и вы чувствуете себя ограниченными и из-за этого немножечко осторожными. Опять-таки, будь это факторы материальные, эмоциональные, они могут подпитывать ваше желание двигаться вперед, чтобы чего-то достичь, чтобы не оставаться на месте, чтобы как-то развиваться, чтобы как будто бы двигать эту колесницу в направлении вашей цели, которую вы себе наметили. Потому что карта колесницы — это мощная карта движения. И в принципе такого, знаете, огромного количества энергии, решительности и скорости, когда вы набираете темп, набираете обороты, чтобы получить желаемое. Тут еще и карта туза мечей, тоже такая решительная очень карта мечей, туза мечей, важного начинания в каких-то решительных действиях. Вы себя не сдерживаете, соответственно. То есть, достаточно интересная карта, и она показывает ваше желание отсечь что-то, что не служит, не подходит вам, двигаться к вашей цели. Здесь же есть девятка мечей. В целом для некоторых из вас здесь какой-то прорыв как будто в ситуации, понимание ситуации, озарение ситуации, когда вот вы на второй половине мая как будто что-то осознаете. При том, что царит стресс, тревога, беспокойство, может быть, страх по поводу неизвестности будущего, переживания из-за этого. Но некоторые из вас получают какие-то новости или, может быть, информацию, и это становится для вас каким-то, возможно, тревожным сигналом, из-за чего вы переживаете. И здесь вам нужно будет постараться отбросить тревогу, постараться отбросить ваши переживания
И вот многим из вас, в какой бы ситуации вы ни оказались или в какой бы области жизни вы ни находились, может быть, вы над чем-то упорно работали, вот снова и снова, каким-то одним способом над чем-то работали, знаете, те, как бились об стену головой, старались что-то выполнить, но что-то не получалось там долгое время, допустим. Для некоторых из вас вот здесь эта колесница, она показывает, что, возможно, вы какой-то другой способ попробуете, да, будете решительно действовать, будете что-то менять в способе достижения вашей цели, возможно, так. Некоторые могут испытывать стресс, тревогу, беспокойство, даже страх, может быть, перед будущим, перед тем, что несет вам это будущее. Может быть, беспокойство по поводу своей стабильности, своей безопасности, финансового чувства стабильности, какие-то переживания из-за этого, тревога из-за этого. И это будет подпитывать постоянное стремление все-таки двигаться вперед, чтобы не ограничивать себя потом в каких-то либо финансах, либо других ресурсах. Потому что что-то не может продолжаться в том же духе, и вам продолжать нужно двигаться дальше. И вы принимаете решение двигаться дальше, да, то есть уходить от того, что не работает, от того, что вызывает много конфликтов, много каких-то проблем или сложностей, соответственно. И здесь еще и 5 кубков у вас есть. 5 кубков у нас с картой сила. То есть по 5 кубков. 5 кубков — это карта каких-то, знаете, как моментов, где вы думаете о прошлом, о каких-то неудачах, которые были в прошлом, могли быть зациклены на каких-то неудачах, которые были в прошлом, но при этом вы не видите изначально каких-то возможностей, которые у вас есть. Вы их можете не замечать или игнорировать, но они явно присутствуют. И если посмотреть на ситуацию со стороны, то кто-то видит очень много возможностей в вашей жизни, но вы можете их почему-то не замечать. Возможно, вы здесь переживаете из-за того, что что-то, во что вы вкладывали много времени, там, усилий, любви, чего угодно, оно не принесло тех результатов, которые вам бы хотелось. Это вызывает много внутренних конфликтов у вас. Дело в том, что вот эта 5 кубков здесь, знаете, она как будто бы тормозит вас от движения вперед, но колесница, ваша направленность, движение, да, она показывает, что вам нужно стремиться к этим переменам. Вам нужно сосредоточиться на том, что для вас важно, постараться исправить какие-то вещи и постараться использовать те возможности, которые у вас есть, и быть благодарными за то, что у вас есть, то есть быть благодарными за то, что у вас есть, материальные ресурсы, какие у вас есть, соответственно, и какие-то предложения, которые вам здесь могут поступать, соответственно, замечать их и стараться не идти по пути, который не сработал. То есть вам главное не застрять в этом состоянии, в этом месте, не зацикливаться на прошлом, не приковываться к одному месту, а продолжать двигаться дальше. И поэтому здесь есть эта карта колесница. То есть, да, можно привыкнуть к вот этой энергии 5 кубков, то есть недовольство ситуацией, даже при том, что вы устали, вам что-то не нравится, не подходит, но вы можете держаться цепко там за какое-то не совсем удачное место работы, к примеру. Но лучше отпустить и поискать что-то лучшее, потому что вам, скорее всего, удастся это нечто лучшее найти. И тут же у вас есть еще и карта сила, да, мы на ней не остановились, но здесь речь идет о том, что вам нужно взглянуть честно на ситуацию, столкнуться со своими страхами, со своими сомнениями и неуверенностью, которые у вас возникают в связи с вот этой возможностью изменить ситуацию, двигаться вперед, какой бы она сложной ни была. И эта карта силы, она рождается из принятия того, что было, того, что больше нет, да, и движения вперед, из преодоления трудностей, соответственно. И сложности, знаете, для вас, для стрельцов, возможно, сложностью будет преодолеть разочарование от того, что что-то не получилось так, как вы хотели ранее, или получилось не так, как вы бы хотели. Сейчас, секундочку. Возможно, вы приняли раньше какое-то не самое удачное решение, и главная сложность заключается здесь в том, чтобы не повторять какой-то прошлой ошибки, да, не проживать что-то снова и снова, потому что вы как будто бы думаете, что нельзя что-то переписать, то, что уже произошло, да, или преодолеть что-то, что уже вот произошло неудачное в вашей жизни, но вам нужно это преодолеть и двигаться дальше, двигаться вперед.
Да, поэтому такие карты. Ну, вот в принципе эта карта восьмерка кубков, она и говорит о том, что вам нужно уйти от чего-то неудачного, двигаться дальше, от того, что не подошло вам или исчерпало себя, потому что просто пришло время для движения дальше, и тут же еще и карта страшного суда есть. То есть в целом создается ощущение, что здесь вы, ну, 90% своей жизни могли тратить на работу или на какую-то задачу, да, которая, ну, знаете, как будто бы не оправдала себя. То есть вы могли посвятить себя чему-то одному, потратить на это большую часть своей энергии, своей жизни, а эта работа или этот карьерный путь, или там эти отношения, то есть что-то не оправдало себя. И вот что бы это ни было, но в какой-то день вы просто начинаете чувствовать какую-то усталость, измотанность, вот эти внутренние конфликты, перегруженность, ощущение, что вы топчетесь на месте, как белка в колесе крутитесь, и понимание, что от этого нужно уходить. Вы начинаете немножечко замедляться, останавливаться, оценивать эту ситуацию, пытаться разобраться в себе, в своих чувствах, понять, зачем вы это делаете, нужно ли вам это делать дальше. Если вы не видите ожидаемых результатов, желаемых, или не видите, что это дает какие-то плоды, или не дарит тех эмоций, которые должны бы были быть, да, то есть несмотря на то, что вы усердно над чем-то работаете, но не получаете результата, то вы понимаете, что от этого нужно уйти и двигаться к чему-то новому, другому, что будет более интересно для вас или будет более результативно. И карта страшного суда, по сути, она и показывает вашу возможность, да, вашу возможность здесь сделать определенный выбор, который перевернет вашу жизнь кардинальным образом. То есть сейчас самое время это сделать, потому что, возможно, в дальнейшем такой шанс повторится не скоро. И вот вам нужно здесь разобраться четко с этим предложением или этой возможностью, в зависимости от того, что здесь у вас есть, потому что это что-то очень и очень, скорее всего, успешное для вас, что кардинально может поменять вашу жизнь, этот шанс. И это выбор. За последствия этого выбора, соответственно, вы отвечаете. Но здесь вы это решение принимаете самостоятельно. Если вы решитесь двигаться в другом направлении, то это кардинально поменяет вашу жизнь. Да, здесь может возникать даже какой-то конфликт своего рода или переживание, получится у вас, сможете ли вы. Но здесь, скорее всего, вам нужно это решение принять, этот выбор сделать соответственно. Давайте посмотрим еще. Здесь же у вас есть карта дьявола и есть карта туза жезлов. И в целом-то здесь могут быть у вас какие-то оправдания или отговорки, которые вы пытаетесь делать для того, чтобы от чего-то отказаться или как-то оправдать свои сомнения или неуверенность, в которых вы находитесь. Но приходит время двигаться дальше, двигаться вперед к каким-то новым начинаниям, соответственно. Несмотря на переживания, что это может быть неудачным или неуспешным, но то, что вам дается как хорошая возможность и новое начало по карте шут, когда один этап заканчивается и начинается новый, да, вам нужно выйти из зоны комфорта, сделать шаг навстречу неизвестности, рискнуть. Но если вы это сделаете, то награда, она действительно может окупиться. И хоть здесь есть эта тройка мечей, да, но она показывает, что да, в жизни бывают разочарования, иногда что-то не получается, иногда то, на что вы надеетесь или во что вы верите, оно не работает так, как вам бы хотелось, и вы движетесь в другом направлении, да, начинаете что-то новое, новый путь. Но вам нужно при этом, чтобы вас эта ситуация не ожесточила, и вы смогли сохранить определенную долю мягкости в этих переменах, которые происходят с вами. И да, действительно, это изменения, эти перемены, они будут достаточно для вас успешными и благоприятными. Итак, дорогие мои стрельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вас на вторую половину месяца мая мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.